В этом видео показываю, как сделать ажурную рамку и цветочный декор, который можно снять и заменить на любой другой, соответствующий, например, сезону. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. В основе будет фоторамка с размерами, которые видно на экране. Вообще, эта рамка мне нравится, но у меня таких несколько, поэтому одну решила переделать. Нарисовала схему решетки. В ролике на рисунке 1/4 ее часть, но в схеме, которую можно скачать по ссылке под этим видео, будет половина рисунка. Вторая половина решетки точно такая. Элементы решетки делаю из провода. Провод алюминиевый, одножильный, в рукаве из ПВХ. Он хорошо гнется, но при этом также хорошо держит форму. Ссылки на магазины, где покупала такой провод и другие материалы, оставлю в описании под видео. Скручиваю детали по формам схемы, пользуюсь круглогубцами. Проволока достаточно мягкая, чтобы некоторые места скручивать просто руками. На схеме номерами отмечены 4 вида деталей, а также нужная длина проволоки и количество каждого вида. Например, на деталь номер 1 уйдет 15 см проволоки. И всего нужно сделать 12 таких деталей. Также из проволоки делаю вертикальную и горизонтальные перемычки. Их размеры зависят от внутреннего размера рамки, как, впрочем, и весь рисунок, который на схеме вписан во внутренний размер моей рамки. Концы перемычек закручены вверх, поэтому длину каждой увеличиваю примерно на 4 см, по 2 см на каждый конец. На горизонтальных перемычках отмечаю середину. И в этом месте делаю небольшую выпуклость. Она нужна для того, чтобы красиво пересекались две перемычки. И делаю 3 таких горизонтальных перемычки. На длинной вертикальной отмечаю места пересечений горизонтальных перемычек. Используя суперклей, соединяю все перемычки. С фоторамки я пока не убираю стекло, так как на нем удобно собирать ажурную рамку. Просто прикрываю бумагой. Вырезаю схему. Напомню, что для вас я сделала шаблон в половинном размере всей схемы, поэтому у вас будет половинка, а не четвертинка, как у меня. Шаблон слегка подклеиваю, чтобы он не сдвигался. И располагаю все проволочные элементы, ориентируясь по шаблону. При необходимости подкорректируйте геометрию проволочных завитков. Точки соприкосновения деталей сначала отмечаю карандашом, а затем склеиваю. На этом этапе важно детали не приклеивать к фоторамке, а только соединять проволочные между собой. После склеивания точки соединения скручиваю тонкой проволокой. Достаточно 2 оборотов.
Если у вас в этой же точке позже будет приклеиваться еще элемент, то скручивайте это место после его присоединения. По такой же схеме собираю решетку дальше. Когда заполнен один проем, переношу схему на другой участок и соединяю все элементы. Получилась вот такая решетка, которая имеет надежное соединение всех элементов. И еще один важный момент. Когда вы вкладываете в фоторамку решетку, она должна входить в нее с некоторым усилием. То есть каждый проволочный элемент, который касается решетки, должен в нее упираться. Фоторамку разбираю и достаю держатели. Вкладываю обратно картонную подложку. Это временно, и она нужна для поддержания решетки, пока приклеиваю решетку к рамке. Вниз я подложила книгу, чтобы картон упирался в рамку. Решетку буду вклеивать поэтапно. Намечаю места соприкосновения и приклеиваю часть к багету. Затем отмечаю следующие точки. Слегка отгибаю решетку, наношу клей и приклеиваю ее к багету. На этом этапе приклеиваю всю середину. И вот почему я говорила, что решетка должна с небольшим усилием упираться в рамку. В этом случае элементы хорошо прижимаются и приклеиваются к багету. И приклеиваю последний участок. Теперь рамка готова к покраске. С помощью спонжа из поролона окрашиваю со всех сторон акриловой краской белого цвета. Теперь затонирую рамку. Мне нужен светло-бежевый цвет. Можно использовать акриловую краску, разведенную с водой. А у меня есть морилка цвета сосна, которая с одной стороны не совсем для таких работ, но может с ними отлично справиться. К тому же она дает прозрачность, что мне нравится.
Прохожусь по рамке полностью, и белый цвет приобретает легкую состаренную желтизну. А на решетке я подкрашиваю только места соединения элементов, скрученных тонкой проволокой. Акриловой краской цвета насыщенный эспрессо с эффектом металлик делаю на поверхности рамки редкие мазки сухой жесткой кистью. Ажурную решетку не затрагиваю. И еще добавляю штрихи акриловой краской с сильным золотым пигментом. Опять же использую сухую кисть. Золотые штрихи оставляю и на места соединения элементов решетки, скрученных тонкой проволокой. Вот так получилось. А теперь я буду делать цветочный декор для этой рамки решетки. А чтобы сделать декор съемным, подготовлю для него основание. Из упругой проволоки скручиваю что-то похожее на крючок. Концы крючка вклеиваю между двумя кусочками толстого картона. Проверяю, как подложка навешивается на рамку. Два нижних уголка подложки немного скругляю. И приступаю непосредственно к сборке цветочной композиции. Для нее выбрала две веточки плюща. Их делала сама. И ссылку на это видео вы найдете под этим роликом в описании. Также вы найдете ссылки на магазины, где покупала материалы для этой работы. Помимо этих веток использую искусственные веточки эвкалипта, разные цветы и небольшие веточки мелких ягод. Располагаю подложку на рамке и сначала раскладываю длинные ветки. Все элементы приклеиваю на подложку с помощью термопистолета. Цветочное украшение такой рамки можно снимать или менять на другой в зависимости от настроения или сезона. Надеюсь, вам понравилось. Тогда поддержите меня лайком и напишите несколько слов. Это помогает в продвижении ролика и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.